В одном из прошлых видео я начал брать задания по CTF с сайта Hack the Box и решил первую CTF по категории Web. Сегодня я решил пополнить свой плейлист из категории Reverse и выбрал task средней сложности под названием Booms Landed. Видим, что большинство пользователей присвоило данному заданию уровень сложности Medium, и сегодня я покажу, как решается данный task. Задание представляет из себя бинарный файл под операционную систему Linux весом 5 килобайт. Давайте перейдем в виртуальную машину, попробуем запустить данный бинарь. Открываем терминал, пишем название. И после запуска видим, что ничего не происходит. Я открыл данный бинарь при помощи гидры. И здесь у нас есть функция main. 90% всей работы будет происходить именно с этой функцией. Итак, что мы здесь видим? У нас есть условие, которое выполняется, если параметр 1 больше 4 и если дата 4 больше или равняется 2. В ассемблере это выглядит следующим образом. У нас есть GA, мы прыгаем куда-то, и есть GG, прыгаем тоже куда-то. Давайте запустим task под дебаггером. Я буду использовать EDB. Файл Open. Открываем оригинальный файл Booms Landed. И делаем первый шаг. Хорошо, мы попали в нашу программу на адрес 08048790, но нас интересует функция main. Давайте мы скопируем ее адрес отсюда. Адресация в нашем случае будет совпадать. И вставим сюда наш адрес. Здесь начинается наша главная функция. Поставим breakpoint и простепаем до данной команды. Хорошо, мы попали в главную функцию. Теперь нам нужно пройти условие. Давайте посмотрим, по какому адресу у нас находится условие. Так, первое условие у нас находится по этому адресу. Давайте мы попробуем простепать до него. Поставим здесь breakpoint и идем дальше. Видим, что условие не выполняется, и программа хочет перескочить две команды. Если мы поменяем значение этого флага с 0 на единицу, то стрелочка подсвечивается серым, а значит условие выполняется успешно. Давайте простепаем. Теперь нам нужно пройти второе условие. Оно находится по адресу 48. Оно находится по адресу 48.9bf. Скопируем его. Ctrl-G, 0x, вставить, хоп. Вот наше условие. Поставим здесь breakpoint, степаем. Так, и видим, что линия подсвечена сереньким. Нам нужно это изменить. Для этого мы поменяем единицу в параметре s. Поменяем ее на 0. И теперь мы видим, что наш jump подсвечен красным цветом, и следующий степ перепрыгнет на команду A18. Отлично, с этим мы успешно разобрались. Хорошо, мы успешно прошли эти условия, и теперь мы находимся где-то вот здесь. Декомпилятор показывает нам, что у нас есть команда mmap, и дальше у нас memset. Команда mmap выделяет место в памяти, в нашем случае 1000 адресов, а команда memset заполняет эти 1000 адресов байтами C3. Хорошо, давайте посмотрим, как это выглядит. Здесь у нас наша команда mmap. Мы ставим breakpoint, степаем до него. Хорошо. И дальше по адресу A46 у нас вызывается memset. Здесь тоже поставим breakpoint, простепаем до сюда.
Видим, что перед вызовом у нас что-то положилось в стек. Справа снизу мы видим наш стек. И здесь есть какие-то адреса. 1000 это наш диапазон. C3 это то, чем мы будем заполнять наши адреса. И 9000 это наш адрес, который будет заполнен. Наш первый адрес. Степаем сюда. Видим, что после команды mmap у нас здесь одни нули. Поставим breakpoint ниже, а после команды memset у нас все адреса заполнятся байтами C3. Выполняем. Видим, что да, действительно memset у нас сработало, и все 1000 адресов у нас заполнились нужными байтами. Дальше, из того, что важно, после команды memset у нас есть два цикла for. Нас интересует второй цикл. Вот его адрес, скопируем. Перейдем сюда, 0x вставить, вот этот цикл, поставим здесь breakpoint и, собственно, что здесь интересного. Я поставлю еще два брейкпоинта на всякий случай. Давайте запустим и будем смотреть, что у нас происходит в дампе. После первого цикла for у нас наши 1000 адресов заполнились какой-то информацией. Давайте степать каждую следующую итерацию. Раз, у нас их будет 2, 3, 4. У нас их будет очень много. Каждую итерацию у нас изменяется 1 байт в дампе. Я сейчас не хочу степать каждый цикл, поэтому мы просто перенесем брейкпоинт вот сюда. А отсюда мы брейкпоинты уберем и посмотрим на конечный результат. Хорошо. Видим, что у нас по адресу F7FB9000 появились какие-то байты. Первый байт это 55, что намекает нам на наличие здесь функции. То есть 55 это скорее всего первый байт начала функции. Двумя командами ниже мы видим команду call eax. Поставим здесь breakpoint, простепаем до этого адреса. И видим, что мы вызываем адрес F7FB9000. Именно там, где у нас начинается функция. То есть мы выделили 1000 адресов в памяти, записали в них программу. И теперь мы вызываем эту программу. Именно поэтому Hydra не сможет найти и декомпилировать эту функцию, так как она в программе у нас появляется динамически. Хорошо, давайте попробуем прыгнуть в эту функцию. Делаю шаг один вперед. Вот мы внутри этой функции. Немного подебажив эту функцию, я выяснил, что в ней вызываются системные библиотеки, которые отобразят нам запрос на введение пароля. Данная функция находится по такому адресу. Так как данный участок кода появляется у нас динамически, то при каждом следующем запуске адрес функции будет меняться. Хорошо, скопируем этот адрес, Ctrl-G, вставляем и видим, что у нас здесь опять call eax. Поставим здесь два брейкпоинта, простепаем. Так, и сейчас откроем консоль. Так, это у нас с прошлых моих экспериментов инпуты. Так, давайте сделаем еще один шаг. Обойдем эту функцию. Хоп, у нас появился запрос на введение пароля. И программа зависла. Хорошо, давайте попробуем ввести пароль. Так, ввели. И мы оказались на втором брейкпоинте. Что здесь произошло? У нас в стек положилась наша строка, которую мы ввели. У нее есть какой-то адрес. Исходя из этого мы делаем вывод, что где-то ниже будет проверяться правильность пароля. Я не буду сейчас тратить ваше время. Я уже нашел место, где происходит данное сравнение. И оно находится у нас по этому адресу. Здесь мы вызываем call eax. Прыгаем сюда и видим, что мы вызываем функцию по адресу 804.8a.e7.
эта функция уже отображается в гидре. И она у нас здесь даже была подписана. Она называется strncmp. Вот эта функция, мы можем ознакомиться с ней. Эта функция принимает 3 параметра. Один из этих параметров это пароль, который мы ввели. И третий параметр это длина 10, которая всегда будет равняться 10. Поэтому здесь мы здесь видим условие, что если длина равняется 10, то выполняется это условие. Самое интересное здесь это цикл while. Давайте мы перейдем на этот цикл. Ctrl-G, 0x, вставляем адрес. Вот наш цикл. Поставим здесь кучу бряков. Так. И отпустим нашу программу. Хорошо, это первый цикл. Их всего должно быть 15. Второй цикл. Третий цикл. Четвертый цикл. И здесь мы видим, как у нас в стеке потихоньку вырисовывается ASCII строка U. И каждый следующий цикл добавляется по одной букве. Это и есть наш флаг. После 15 циклов мы его полностью получим. Пока программа проходит 15 итераций, у меня есть небольшое отступление. С момента публикации последнего видео мой канал вырос практически в 2 раза. На данный момент на моем канале уже 46 подписчиков, для меня это очень много. Спасибо всем, кто постоянно смотрит мои видео. А для новых зрителей, если вас интересует тема этичного хакинга, то рекомендую подписаться на мой канал, так как я стараюсь выпускать уникальные видео, которых еще нет на YouTube. Рассказываю про крутые инструменты, которые помогают мне в работе, и надеюсь, что помогут вам также. Ну а мы продолжаем решение таска. Программа отработала 15 итераций, и мы получили строку "You never going to find me". Это и есть наш пароль. Я подготовил пропатченный файл, где уже выполняются условия. Мы можем его запустить. У нас здесь сразу предлагается ввести пароль. Давайте попробуем его ввести. И видим, что пароль успешно подошел, и мы победили. То есть флаг у нас именно эта строка. Подытожив, хочу сказать, что задание действительно не для новичков. Единственное, что могло бы упростить этот таск, это если бы мы с самого начала додумались при помощи Фриды хукнуть данную функцию, посмотреть, какие параметры она принимает, и прийти к выводу, что проверка пароля идет именно здесь. Также хочу сказать, что на HackTheBox есть много других прикольных категорий, помимо реверса и веба. Здесь есть Pivn, Mobile, Game Pivn, Флорензика, криптография. Если какая-то конкретная категория вас интересует, то я предлагаю написать об этом в комментариях, и в одном из следующих видео я буду выбирать категорию из тех, которых еще не было на моем канале.